Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы в гостях у кандидата медицинских наук, человека, который провел более 10 тысяч операций, Стрелин Святослав Александрович. Здравствуйте! Здравствуйте. Для начала хотелось бы спросить вас про то, что вдохновило на этот выбор. Почему вы решили стать именно пластическим хирургом? Вообще, в принципе, я сначала хотел стать обычным хирургом, потому что пластическую хирургию мы про нее не слышали вообще в то время. Поэтому я стал обычным хирургом, который оперировал ножевые, огнестрельные ранения, болезни всякие живота и внутренних органов. А потом уже в процессе, когда я узнал, что есть и пластическая хирургия, что она интересная, что она связана с красотой, с улучшением внешности, и это мне понравилось, и я решил, что пора отходить от тяжелых операций и заниматься красотой, красивыми людьми. Когда вы узнали о пластической хирургии, у вас были какие-то примеры подражания, люди, которыми вы вдохновлялись, может быть? Мои учителя в общей хирургии, они, конечно, меня вдохновляли своими успехами. Те хирурги, которые делали доклады про какие-то грандиозные операции, они тоже вдохновляли. В пластической хирургии, когда я в нее пришел, я никого не знал, поэтому для меня было все новое, и потом уже я стал узнавать, что там тоже есть какие-то великие люди. А с какими трудностями или, может, сомнениями вы столкнулись при выборе пластической хирургии, именно как профессии? Где обучиться? То есть обучиться пластической хирургии в то время, это начало нулевых годов, и сейчас это практически так же сложно. То есть, чтобы хорошо научиться, нужно иметь хорошего наставника, того хирурга, который тебя научит что-то делать. А это очень сложно. Так, а если говорить о настоящем моменте, считаете ли вы, что есть у пластической хирургии какие-то границы? Есть ли операции, на которые вы бы никогда не согласились? Операции, безусловно, в пластической хирургии есть такие, на которые не все хирурги соглашаются. Например, это операция по смене пола. У нас они их сейчас даже в стране запретили. Но многие хирурги, большинство хирургов, они, в принципе, этим вопросом никогда не занимались и не хотят заниматься, потому что это как бы противоречит нашему менталитету, я так думаю. В том числе и я. Хорошо. А вот если есть какое-то одно заблуждение в пластической хирургии, которое вы бы могли развеять? Если говорим мы про отношения со стороны других хирургов, например, к нашей хирургии пластической, они относятся к тому, что это очень легкая и очень простая. На самом деле это одна из самых сложных разделов хирургии, где нужно очень много умений. Если мы на печени что-то прооперировали, как-то сшили, и это не видно, то любой шовчик на груди, там, где человек каждый день себя рассматривает, на лице, привлекает его внимание именно как это сделано. То есть именно четкие действия должны быть у хирурга, что в принципе может быть отсутствовать у других хирургов, как травматологов, общих хирургов. Поэтому здесь есть такая сложность, что и миф о том, что у нас простая хирургия. Так, хорошо. Такой интересный достаточно-таки вопрос. Много людей, которые сейчас планируют быть пластическими хирургами, выбирают университет, и какие ошибки совершают начинающие пластические хирурги, на какие грабли вы бы не советовали наступать? Здесь все просто, они выбирают пластическую хирургию, это и есть грабли. То есть, если нет человека, с которым ты будешь эти 5 лет, сейчас требуется обучение 5 лет, нет того человека, у которого ты будешь учиться 5 лет, ни один университет, ни одни курсы тебе этого человека не дадут. Закончив 5 лет, ты останешься у разбитого корыта, потому что наставника нет, учиться не у кого, именно практическую деятельность. Это и есть ошибка выбора пластической хирургии без наставника. То есть наставника иметь обязательно. Наставник должен быть, наставника лучше сразу найти. Это дядя, папа, мама, друг семьи. Кто-то должен быть, который согласен с тобой 5 лет заниматься. Так, и, наверное, одно из самых интересных за сегодня будет. Какие бы вы 3 совета дали начинающим пластическим хирургам, кто хочет прям смыслом всей своей жизни сделать пластическую хирургию, делать людей других красивыми? Что бы вы порекомендовали? Вот 3 совета. 3 совета самое важное. Кроме найти наставника, чтобы смотреть его каждый день, каждая операция и учиться каждому его движению. Второе – это выучить английский язык,
потому что все обучение дальнейшее будет на английском языке, и обучение будет за границей. И третье – это очень много читать, не сидеть в телефоне, либо сидеть в телефоне, читая пластическую хирургию. То есть теоретические знания имеют огромное значение в пластической хирургии. Наставник – это практика, теория – это читать. Ну и третье – читать на английском, и наставников на практическом занятиях искать тоже на английском. Книги, которые читаются по пластической хирургии, это руководство по пластической хирургии. Руководство по пластической хирургии – это то, с чего начинают. Это двухтомник, который в каждом, котором 1200-1300 страниц. Это для начала, чтобы понять, о чем же там говорит пластическая хирургия вообще в принципе. А далее идут книжки на английском языке. То есть следующий семитомник по пластической хирургии, который уже вмещает в себе практически страниц, наверное, 1008 на английском языке. Понятно, что с картинками, без картинок тяжело почитать. Вот. И далее уже мы переходим к интернет-ресурсам, сборищам медицинской литературы именно по пластической хирургии и отдельным статьям. То есть настоящий хирург по пластической хирургии, уже состоявшийся, читает только статьи. Это новинки, это то, что придумано сейчас и на английском. Кем вы мечтали стать в детстве? В детстве мечтал стать астрофизиком. Астрофизиком? Такой интересный выбор. А почему? Астрофизиком, слишком много математики, физики небесных тел. И интересно в том плане, что как они двигаются, как они создаются, что там происходит вообще в космосе. И из космоса ушел в микрокосмос, во внутренний мир человека. И последний вопрос. Какой человек никогда не сможет стать пластическим хирургом? Человек не сможет стать пластическим хирургом грубый, невежественный и не любящий человек, который ненавидит мелкую работу. Все. Спасибо вам большое за то, что вы сегодня согласились на это интервью. Было очень приятно с вами поговорить. До свидания. Пожалуйста.